Добрый день, уважаемые пчеловоды. Как говорит пословица, готов сани летом, а телегу зимой. Значит, сезон пчеловодческий начинается. Вот я приобрел небольшую медогонку. У меня есть профессиональная медогонка на 32, радиальная на 32 рамки для пасеки. Это взял небольшую медогонку на 4 рамки кассетного типа, кассетно-оборотного типа, ручное управление. Значит, чем хороша эта медогонка? Во-первых, используется нержавеющая сталь для производства этой медогонки. В данном случае установлен ручной привод тихоходный. Здесь ручка на подшипниках. Первый ролик на подшипниках, второй ролик на подшипниках, ротор весь на подшипниках. Кассеты здесь оборотные. Вот. То есть я могу поворачивать кассеты в одну сторону, вращать. И потом после откачки поворачиваю кассеты в другую сторону. К этой медогонке можно использовать эту медогонку на какой-то деревянной подставке, можно без подставки. Имеются ножки съемные, придаются. То есть можно в принципе покупать без ножек, можно с ножками. В данном случае вот мы сейчас установим ножки, они легко устанавливаются с помощью вот таких вот болтов. Вот, смотрите, вот, переворачиваем, попал болтом на резьбу, прикрутил вверх, значит, прикручиваю вниз, и так все три ножки. Ну, может, тут перерыв сделать. Все, за минуту я подсоединил 3 ноги к этой медогонке. Значит, удобно ручной привод, но это когда 2 руки. Если нужно, здесь вот рядом стоит, устанавливается стол для вскрытия рамок, значит, я должен вскрывать рамки, а кто будет крутить медогонку. Поэтому для облегчения работ данной медогонки придается электрический привод. Вот он в комплектности. Значит, электрический привод устанавливается, значит, преобразователь 12-220 вольт устанавливается непосредственно на ножку. Данным преобразователем можно использовать его и как для нагрева электроножа, то есть я вскрываю электроножом, подсоединяю сюда, и также для электропривода. Вот для электропривода, вот плюс и минус, подсоединяется сюда. Для установки нам сначала необходимо демонтировать ручной привод. Для этого нам нужно ключ на 17. Берем ключ на 17 и ключ на 14. Он уже открутил. Все, я уже открутил. Так. Демонтирую ручной привод. Для демонтажа использую шестигранник. Шестигранничек. Все. Заканчиваем демонтаж ручного привода. Значит, и приступаем к установке электропривода. Для установки электропривода нам необходимо открутить вот эти 4 болта. 4 болта здесь и 2 здесь для крепления электропривода. Значит, откручиваем. Ну, сначала можем сам здесь
в этом месте прокручиваем. Пульт управления. Так, пульт управления. Сейчас мы устанавливаем пульт управления. Устанавливается пульт управления. И прикручивается. Пока не будем прикручивать, потому что время. И таким же образом откручиваем 4 болта крепления привода, электропривода. Один. Второй. Третий. И четвертый. Болты крепления ротора медогонки. Они являются и креплением для... Значит, вот здесь на приводе имеются тоже 4 болта, которые крепят привод к медогонке. Откручиваем эти 4 болта. Шайбы оставляем. Можно с этой стороны, можно с той стороны шайбы. Так, не вылазит, да? Вылазит. В принципе, они здесь... Да, ничего не май месяц. Да, механическая работа по установке. Здесь и все. И здесь. Это я показываю то, что, как оно идет в комплектности. То есть подготовительные работы. Значит, устанавливаю привод. Вот. С помощью отвертки креплю этот привод. Теперь прикрепляем электропривод к траверсе. Пальцы не влазят. Ну, сейчас мы его потихонечку поставим туда его. Так. Угу. Все, один болт прикреплен, установлен. Ну, вы знаете, что такие сборочные работы самые сложные. Разобрать легко, а собрать сложнее. Закончили монтаж привода, электрического привода. Значит, блок питания установлен. Пульт управления установлен и установили сам привод, электропривод. Значит, блок питания можно подсоединять, то есть пульт управления можно подсоединять к аккумулятору. Для этого съемные клеммы подсоединяем к аккумулятору плюс-минус или к сети 220 вольт. Вот провод к сети. Самое главное не попутать провода. Вот красного цвета плюс, черного минус. Значит, в данном случае мы сейчас подсоединили к сети 220 вольт, включаем блок питания, подался сигнал на пульт управления. Самое главное, я забыл сказать, прочитайте внимательно инструкцию перед эксплуатацией. Здесь имеется ручка для выставления времени экспозиции, то есть 2, 3, 4, 5, 6, 7 минут. Выставляем 5 минут, смотрим на кнопку старта. Здесь имеется индикатор зеленого и красного цвета. Если горит индикатор красного цвета, то есть надо дождаться, когда загорится индикатор зеленого цвета. Включаем старт. В данном случае реверс включен против часовой стрелки, можно включить по часовой стрелке. И выставляем минимальные обороты, потому что в начале выкачки нужно небольшие обороты. В дальнейшем мы обороты повышаем. Вот я сейчас повышаю обороты до максимального уровня. Для остановки медогонки после выкачки мы плавно уменьшаем обороты и
нажимаем кнопку старт-стоп. Остановился. Слышали, что медогонка работает тихо за счет ременной передачи вот, в приводе, которая находится в коробке, в закрытом коробе пластиковом. Значит, что еще, какие преимущества я этой медогонки увидел? Здесь нету центрального стержня ротора, что позволило уменьшить габариты данной медогонки. Значит, и еще есть такое удобство, это за счет того, что вот, значит, рамки вставляются в кассеты, и рамка снизу и сверху, верхние делители Гофмана, значит, выходят за пределы кассеты, а сама сами соты упираются в сетку. Вот я сейчас попытаюсь снять одну кассету за счет без этого, правда, без. Тем самым вот вынимается штифт. Значит, поднимаем немножко кассету, опускаем, и кассета вынимается. Кассета вынимается. Вот такая кассета. Вот мы видим, когда вставляется рамка, она вставляется ниже линии перегородочек и выходит вот за пределы, что в эту сторону, что в эту сторону. Тем самым предотвращает, можно качать даже светлую сушь, новую, не будет порывов. Что еще можно сказать? Ну, пока недостатков я не вижу. Краник, очень удобный краник, размер большой, уплотнительное кольцо. Ну, а все остальное увидим в процессе эксплуатации. Все это можно приобрести в магазине Мелисса 93. Спасибо за внимание. До побачення.